Всем привет, меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Сегодня у нас своего рода спецвыпуск. Мы поговорим о роли BPMS в условиях, когда сотрудники работают удаленно, что достаточно актуально, учитывая общий мировой карантин. В 2020 году человечество столкнулось с невероятным вызовом. Из-за пандемии коронавируса просто физически прийти в офис стало невозможно. И у организации было два выбора. Либо уйти с рынка, либо перейти на удаленную работу. Физический офис с кулерами, рядами столов и кабинетами отделов – это прекрасная неформальная среда, в которой бизнес-процессы могут успешно работать. При этом без какой-либо автоматизации, с устаревшими регламентами, а то и вовсе с неописанными бизнес-процессами. Неформальные связи, опыт, передаваемый от старого сотрудника новенькому, или возможность как-то на месте на словах разобраться – все это позволяет делу успешно делаться. Однако, как только исчезает этот физический офис, ситуация значительно усложняется. Нужны формальные процедуры, и те компании, которые не подумали о них заранее, то есть не озаботились процессным управлением, находятся сейчас в пучинах хаоса. А что же с компаниями, которые исповедуют процессное управление? Мы пообщались с нашими клиентами и ожидаемо услышали, что те, кто автоматизировал бизнес-процессы ранее, практически безболезненно перешли на удаленку, и формализованные ранее процессы продолжили работать, как ни в чем не бывало. Хороший бизнес-процесс мало зависит от исполнителей и от среды его исполнения, потому что он выдает стабильно качественный результат при любых входных данных и при любых изменениях условий. Далее посмотрим на примерах, с какими проблемами столкнулись многие организации при переходе на удаленку и как могла бы помочь им BPM-система. Работа тонет в переговорах и видеоконференциях, на которых зачастую задействовано огромное количество людей. Иногда потому, что просто непонятно, кого нужно пригласить для решения вопроса, а иногда просто так, на всякий случай. В случае автоматизированных бизнес-процессов к решению вопросов привлекаются только необходимые сотрудники. Ненужная коммуникация исключается, ровно как исключается и дублирование задач и выполнение ненужных действий. Исключительно структурные взаимодействия – это конек BPM. Следующая проблема имеет те же корни. Раньше можно было спокойно перейти в кабинет отдела и решить на месте все свои вопросы, например, бухгалтерию. Однако сейчас неформальные процессы перестали работать. Как следствие, чаты руководителей отделов сильно перегреты, потому что все пишут им, и они работают своего рода маршрутизаторами, распределяя запросы. Как следствие, самые важные сотрудники организации вместо полезной работы занимаются вот такой вот маршрутизацией и, как следствие, не успевают делать свою работу. Что же в случае использования BPMS? А BPMS и есть этот самый маршрутизатор, который сам определит исполнителей, поставит им задачи и проконтролирует исполнение. А инициатор процесса может даже не знать, кто и когда будет делать эти задачи. Для него самое главное – получить результат. Третий аспект, с которым многие столкнулись, это то, что в принципе все стало как-то медленнее работать и непонятно, кто что делает и делает ли вообще. Потому что дисциплина сотрудников на удаленке – это особая тема. Здесь и код, и кухня, и вообще тоскливо как-то. Ну и что ж теперь делать? Неужели следить за сотрудниками и записывать их рабочий стол? Я лично считаю такие методы негуманными. Важно, чтобы работа делалась, и следить нужно именно за работой, а не за сотрудниками. И в случае BPMS мы следим как раз за корнем этой работы, за бизнес-процессами. Все прозрачно, все измеримо. Что, кто, когда и сколько времени делал. А наличие понятных метрик бизнес-процесса позволяет управлять его качеством и скоростью. Причем метрики процесса плюс хорошая мотивационная схема сотрудников – это отличный гарант качественного исполнения бизнес-процессов. К тому же метрики могут изменяться на лету. Таким образом, мы можем устанавливать SLA процесса. Многие столпы прошлого времени и вовсе перестали работать. Сейчас я говорю о бумажных документах. В условиях удаленки их невозможно подписать, а передача занимает слишком много времени. Именно в сочетании с процессным подходом применение документооборота показывает действительно хорошие результаты, когда взаимодействие сотрудников внутри процессов максимально эффективно и формально. Как правило, системы этих классов отлично интегрируются друг с другом, а во многих системах, таких как Elma, документооборот и CRM – это просто встроенные решения. В хорошем бизнес-процессе сотрудник имеет под рукой все, что ему необходимо для работы. И если ему нужен документ, то BPM-система должна ему его предоставить. Последнее, о чем хотелось сказать, перечисляя проблемы, это вопрос развития.
Так, новички, попавшие в компанию, в которой не выстроены процессы и нет физического офиса, предоставлены сами себе. Кому писать, чтобы получить от компании любую услугу? А правильно ли я вообще все делаю? А если у меня появился вопрос, вряд ли ответ на эти вопросы будет получен своевременно. Вообще, скорее всего, такие сотрудники покинут компанию при первой же возможности. С другой стороны, в компании с выстроенными и автоматизированными процессами, в которой существует каталог внутренних сервисов и система обучения, сотрудник легко сможет влиться в коллектив и полюбить компанию. Конечно, беседа у кулера мало что может заменить, но в текущих реалиях это достаточно проблематично. Аналогично сотрудникам, компания тоже не может развиваться. Условия рынка меняются, но улучшать процессы, которыми до этого вовсе не управляли, задача нетривиальная. Мы спрашивали наших клиентов, как они оценивают их переход на удаленную работу. Ответ оказался достаточно предсказуем. С автоматизированными ранее процессами проблем не возникало, и переход прошел гармонично. Вообще, у нашей компании есть проект «История успеха», где мы берем интервью у наших заказчиков. Итак, из первых уст можно узнать об опыте цифровой трансформации, внедрения BPM-системы и переходе на процессное управление. Как раз в рамках этого карантинного периода компания Omniscore Synthos сделала акцент на работе бизнес-процессов в условиях карантина и удаленной работы своих сотрудников. Прочитать историю успеха можно по ссылке ниже. Изменение компании осуществляется через изменение ее бизнес-процессов, поэтому BPM и BPMS сейчас актуальны как никогда. Вообще, я рекомендую использовать BPMS не как инструмент цементирования бизнес-процессов, а понимать, что его основная сила в гибкости. И именно с его помощью можно отлично тестировать гипотезы и запускать новые решения. Силами аналитиков, а не программистов, можно моделировать новые бизнес-процессы и запускать их в работу. Еще больше ускориться помогут новые технологии, такие как роботизация бизнес-процессов. Роботизация процессов с использованием технологии RPA позволяет автоматизировать рутину в бизнес-процессах. Подробнее о технологии RPA снят отдельный выпуск Naked BPM. Рекомендую ознакомиться, ведь в связке с BPMS RPA позволяет создавать живые бизнес-процессы в кратчайшие сроки, что очень важно в текущих условиях рынка. Давайте подытожим. В самом начале проекта Naked BPM я отмечал, что BPM – это идеальная технология для проактивных компаний, которые стремятся улучшать свой бизнес. И вообще, гибкие технологии позволяют компаниям лучше адаптироваться под меняющиеся условия рынка. Но еще в начале 2020 года я, как и вы, совершенно не мог предположить, что столь радикальные изменения произойдут так быстро. И удаленная работа стала вызовом и проверкой для многих компаний, проверкой на их эффективность. И лучше всех эту проверку выдержали те, кто придерживался процессного подхода и автоматизировал свои бизнес-процессы. Сегодня изменения – это вопрос выживания, поэтому наше с вами дело, управление бизнес-процессами, приобретает особую важность. На сегодня у меня все. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Крепкого вам здоровья и эффективных бизнес-процессов!